Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Строили и, наконец, построили. А это у нас остатки. Кусочки джинсовой ткани серого, зеленого, синего цвета. Вот нутром чую, что из этого может получиться что-то интересное. Но надо только правильно собрать эти фрагменты, как пазлы сложить. Знаете, самый простой и универсальный метод шитья — крейзи. Ничего не выкраиваем, работаем с тем, что есть. В центр помещаем самый красивый лоскутик и потихоньку обшиваем его кусочками ткани. Главное, чтобы по размеру и по цвету подходили. Шить планируем коврик, поэтому в качестве основы возьмем кусок плотной ткани. Лоскуток пришили, отогнули, закрепили машинной строчкой и дополнительно прошили фигурным швом. Все хорошо, крепко держится. Сразу прошито, простегано. Обошлись без утюга, нитки не обрываем. Таким способом блоки отшиваются очень быстро. Текстильного мусора у нас много, блоков можно нашить тоже много. Если нет лоскутков подходящей длины, то можно сначала сшить вместе несколько маленьких кусочков, а уже потом пришить большую деталь к основе. Когда шью, все время вспоминаю анекдот. Когда у нас купили самолет и предлагают прислать инженера, чтоб его собрать, а покупатели отказались, стали собирать сами. Собирали, у них получился трактор. Попросили прислать инженера. Инженер закрылся в ангаре. Через 3 дня открывают ангар, а там самолет. Спрашивают: а как вам удалось? А тот отвечает: видите, внизу в инструкции по сборке мелким шрифтом написано: после сборки тщательно обработать напильником. Вот и мы тоже. Когда все лоскутки нашиты на основу, мы тщательно промеряем заготовки, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. И вот оно, чудо чудесное. Из кучи лоскутков получились прекрасные толстенькие крейзи-блоки. Мои самые внимательные зрители помнят, что чуть раньше из джинсовых полосок мы шили такое полотно в виде паркета. А сейчас мы продолжим с ним работать. Первым делом подровняем края, отрежем выступающие уголочки. А дальше обошьем полосками серой джинсовой ткани шириной 5 сантиметров. А вот теперь перейдем к соединению этих разных блоков в одно большое полотно. Крейзи заготовки у нас очень плотные, толстенькие. Соединять их будем в стык с помощью биек,
как в технике витражи. Подготовим прямые полоски ткани шириной 3 сантиметра и нашьем их на одну сторону большой детали. Затем эту полоску ткани отогнем и к ней пришьем вторую деталь. При таком способе по 7 миллиметров с каждой стороны уходит в шов. Когда мы разворачиваем отшитые детали, то припуски лежат ровно, в стык, а с лицевой стороны отделочная полоска ткани шириной 1,5 сантиметра. Таким образом мы пришиваем крейзи-блоки к центральной большой детали. Сначала с 2 коротких сторон, а потом закрываем 2 длинных. Готовый топ получается большой и достаточно интересный. Но это коврик. Хочется его сделать плотнее. Подготовим ткань для обратной стороны. Соединим ее с утеплителем. Можно прошить иголкой с ниткой. А потом уложим сверху красивую лоскутную деталь. Заколем все английскими булавками для квилтинга. Сэндвич получается очень плотный и толстенький. Как вы будете дальше с ним работать, думайте сами. Можно простегать руками, но я решила попробовать прошить на швейной машинке. Строчку лучше выбирать фигурную. Идеально трикотажный шов зигзаг в 3 прокола. Так гораздо легче работать. Я специально ткани для обратной стороны делала больше лоскутного верха. А теперь их можно просто отвернуть на лицевую сторону, дважды подогнуть и пришить на швейной машинке. И получился очень интересный тепленький коврик. Размер 90 на 123 сантиметра. Он очень хорошо подойдет в качестве игрового коврика для ребенка. Или чтобы постелить его в любимое кресло. Или в машину. Или использовать его для занятий гимнастикой. Господи, ну кому я говорю? Думаю, что каждая хозяйка, когда сошьет свой коврик, сама придумает ему применение. Граждане новоселы, внедряйте культурку, вешайте коврики на сырую штукатурку. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивей и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. А свои работы вы можете показать в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Напоминаю, что все мои видео вы можете посмотреть на Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!